Всем привет! В советские времена в нашей стране было уничтожено множество храмов, старинных зданий, усадеб, а прямо на местах захоронений строились парки, магазины и стадионы. В Харькове тоже немало таких мест. В этом видео я расскажу вам о популярных местах Харькова, построенных на кладбищах. Одно из таких мест – стадион «Металлист». Он был построен в 1925 году на месте кладбища Святого Духа. Тогда Харьков был столицей Советской Украины, и поэтому было принято решение усиленно развивать спорт. По личному указу члена ЦК РКП Анастаса Микояна было решено строить стадион именно на месте этого кладбища. Кладбище Святого Духа было одним из самых больших в городе. Кресты и плиты были снесены, стадион благополучно построен. Но о перезахоронении, видимо, думать не стали, так как во время реконструкции в 2007 году было обнаружено множество человеческих костей и черепов. Так что все это время прямо на останках умерших проводились футбольные матчи. Люди кричали и ругались, попивая пиво и щелкая семечки, тем самым нарушая покой усопших. Может быть, поэтому нашему харьковскому металлисту не очень везет. Еще один стадион, построенный на месте кладбища «Трудовые резервы». Ранее на его месте находилось Кузинское кладбище, а улица Озерянская, ранее Муранова, в то время носила соответствующее название улица Кладбищенская. В годы оккупации Харькова в Холодногорской тюрьме нацисты организовали концентрационный лагерь, в котором содержалось больше 20 тысяч узников. Из них по меньшей мере 10 тысяч человек погибло. Тела расстрелянных и погибших от пыток и голода заключенных вывозили на Кузинское кладбище. Там их бросали выкопанные еще живыми пленниками ямы. После войны кладбище ликвидировали. Сталин не считал советских военнопленных участниками военных действий. Более того, их даже приравнивали к изменникам. На месте братской могилы был разбит парк, а в 1980-х годах на месте парка началось строительство стадиона «Трудовые резервы». Во время строительства парка и стадиона рабочие очень часто находили останки и вещи погибших. На сегодняшний день стадион находится в распоряжении инженерно-педагогической академии. На нем проводятся различные спортивные мероприятия. Подробнее об этом стадионе и его истории вы можете узнать, посмотрев видео, ссылка на которое сейчас перед вами в верхнем правом углу, или в описании к видео, которое вы сейчас смотрите. В этом видео я упоминал про кладбище Святого Духа, которое было закрыто для дальнейших захоронений с 1885 года. Тогда было решено открыть новое Кирилло-Мефодиевское кладбище, на месте которого сейчас и располагается парк машиностроителей, бывший парк Артема. Кладбище не знало покоя ни до революции, ни после. Разница лишь в том, кто нарушал покой мертвых. До революции буржуазный класс, после пролетарский. В 1906 году в полицейские протоколы попал сам товарищ Федор Сергеев, больше известный по кличке Артем, в честь которого позже будет назван парк. На кладбище он организовал слет большевиков, за что и был задержан. После революции кладбище стало разрастаться за счет пополнявших его дворян и купцов. Только вот ритуал был значительно упрощен. Расстрельные приказы выполнялись прямо на месте будущего погребения. В 1930-е годы тут тайно хоронили жертв Голодомора. Вероятно, чтобы скрыть этот факт, в 1934 году было решено ликвидировать кладбище, а на его месте разбить парк. Причиной было и то, что кладбище стало приютом для бомжей и алкоголиков и постепенно превращалось в свалку. В итоге могилы сравняли с землей, проложили аллеи, высадили деревья и 12 августа 1935 года торжественно открыли парк. Кстати, видео про этот парк также есть у меня на канале. Посмотреть его можно по ссылке, которая сейчас перед вами в верхнем правом углу, или в описании видео, которое вы сейчас смотрите. Парк молодежный. Этот парк появился не так уж и давно. Есть очень много очевидцев его закладки. Там, где сейчас аллеи, деревья, скамейки, детская площадка и ресторан, ранее находилось первое городское Иоанно-Усекновенское кладбище. Это кладбище было самым известным и элитным в городе.
Тут были похоронены государственные деятели, деятели искусства, интеллигенция и другие выдающиеся люди. В 1970-х годах кладбище решили ликвидировать. По официальной версии такое решение было принято потому, что кладбище превратилось в запущенное и неухоженное место. Городские власти не стали брать на себя ответственность за состояние захоронений. Потомки известных людей, похороненных здесь, объединились в инициативную группу против сноса могил и предложили создать здесь мемориальный комплекс, но власть это предложение отклонила. О перезахоронении умерших до 1920-х годов представителей священников, офицеров, старорежимных политических деятелей даже речи не было. Родственников покойных, пожелавших перезахоронить родных, обязали присутствовать при эксгумации. У них на глазах выкапывали гробы и извлекали останки. Некоторым людям становилось плохо, приходилось вызывать скорую. Могилы некоторых выдающихся деятелей перенесли на 13-е кладбище. Кого-то перезахоронили на других городских кладбищах, а несколько могил оставили. На месте кладбища был разбит молодежный парк с баром и рестораном, детской площадкой, летним кинотеатром, который в 90-х годах был закрыт. На месте, где сейчас стоит главный символ города, зеркальная струя, когда-то располагалось тоже кладбище. Это было в те давние времена, когда эта часть города считалась окраиной. Также здесь стояла Мироносецкая церковь. Кладбище было закрыто еще в 1792 году, а ликвидировать его начали еще в 40-х годах 19 века. Перезахоронений здесь не было. Церковь уничтожили намного позже, в 1930-х годах, а на том месте построили троллейбусный парк. А затем на этом месте снова возвели Мироносецкую церковь с великолепной колокольней. К слову, она была второй по величине в Харькове после колокольни Успенского собора. Сад имени Тараса Шевченко. Именно здесь, на аллее, ведущей к памятнику Шевченко, во время оккупации немцы создали военное кладбище и планировали создать пантеон германской военной славы. Тут похоронено как минимум два немецких генерала – Георг Браун, командир 68-й пехотной дивизии, и командир 6-й танковой дивизии Вальтер фон Хунерсдорф. Георга Брауна вместе со всем штабом взорвали радиоуправляемой миной прямо во время банкета отступившей части Красной армии. А Вальтер фон Хунерсдорф скончался от полученных ранений, несмотря на усилия врачей, прооперировавших его в Харькове, и был похоронен с большой помпезностью в саду Шевченко. В начале нулевых ходили слухи, что у памятника футбольному мячу харьковчане видели призраки двух немецких генералов, которые при приближении исчезали. Конечно, это могло быть простой игрой воображения. Очевидцы якобы утверждали, что призраки генералов имели удрученный вид и перестали являться людям только после того, как в Харькове прошел чемпионат по футболу Евро-2012. Парк памяти, бывший Комсомольский парк. Когда-то на месте этого парка было еврейское кладбище. По словам старожилов, перезахоронять останки не стали. В начале 2000-х годов специалистами был проведен ряд экспертиз, благодаря которым обнаружили по меньшей мере 6 массовых захоронений. Выяснилось, что на месте парка было захоронено более 6000 жертв политических репрессий 30-х годов. Предположительно, здесь покоились тела расстрелянных НКВД политзаключенных. Также были найдены детские останки. Скорее всего, эти дети стали жертвами Голодомора 1930-1933 годов. После этого название парка сменили с Комсомольский на Парк памяти. В нем установлен памятник жертвам политических репрессий. Бывший парк Ленина, Ленпарк. Сейчас он называется Сквер Холодногорский. Парк был разбит после войны на месте старого еврейского кладбища и был в несколько раз больше. В 70-е началось строительство жилмассива, и парк значительно уменьшился. В народе, особенно у старшего поколения, имеет название «Парк мертвых и живых». Особенно вспоминаются танцы на костях, танцы на танцплощадке, расположенной на месте бывшей центральной аллеи кладбища. Мемориал жертвам тоталитаризма.
Мемориал, открытый 17 июня 2000 года по инициативе президентов Украины и Польши в Харьковском лесопарке. Монумент представляет собой крест, возле которого установлены стелы с именами расстрелянных НКВД в 1938-1940 годах польских военных, которые были похоронены в братских могилах на территории лесопарка. В 1940 году здесь были расстреляны 3809 польских офицеров и 500 мирных польских граждан. Так называемый квартал номер 6 в лесопарке стал местом упокоения и тысяч репрессированных и расстрелянных перед войной украинских граждан. В 2010 году здесь состоялся визит президента Польши Бронислава Комаровского в Харьков, приуроченный к 10-й годовщине открытия мемориала. Возле главного въезда на рынок Барабашово, на том самом месте, где сейчас стоит торговый комплекс, есть парковка, а возле нее памятник. 18 декабря 1941 года нацистами было расстреляно и захоронено более 400 пациентов и сотрудников психиатрической лечебницы Сабурова дача. Строительство торгового комплекса Барабашово тогда вызвало большой резонанс и волну протестов. Несмотря на это, котлован на месте захоронения был вырыт вместе со множеством костей и черепов. Две ивы, плачущая мать с сыном, посаженные в память о трагедии, выкорчеваны, а здание построено. Торговый центр на Братской могиле и сейчас предлагает широкий ассортимент товаров. Все мы бывали во многих из этих мест, но вряд ли все знали о их невеселой истории, не задумывались над тем, что было до того как. Да, мы живем здесь и сейчас, и прошлое изменить не в силах. Но мы можем и должны помнить, как с большим цинизмом, не считаясь мнением людей, власть вершила историю, уничтожая и закатывая ее в асфальт, стирая, будто ее никогда и не было.